Vertiflex приехал к нам в Россию рассказать о своей компании, о том оборудовании, которое они производят. Просили устроить вебинар, на что Бахумил, его зовут, согласился, и сейчас он нам расскажет о своей продукции. Говорить он будет на английском, хотя русский язык тоже он освоил, понимает, если говорить не быстро, просто. Вот. Какие-то, если будут вопросы, можно пробовать задавать его на русском языке, если нет, то будем ему переводить. Бахумил, пожалуйста. Привет всем, меня зовут Бахумил, я из Чехии, из компании Vertiflex, и мне очень приятно вас видеть. I will switch to English now, hopefully you won't mind, but yeah. Позвольте мне теперь перейти на английский язык, если вы не против. Yeah. I'm here to start some business cooperation with your company. We're very much looking forward to it. Мы здесь для того, чтобы начать какие-то совместные действия, работы с вашей компанией. We have had some contact lately with Timur for a few weeks ago or months ago of some few cases first. У нас был контакт уже с компанией Axelot-Tech некоторое время назад. Какие-то запросы мы уже прорабатывали, рассматривали. And we decided to start a cooperation, therefore I'm here to speak to you. Ну вот, чтобы начать нашу работу, кооперацию, я здесь для того, чтобы общаться с вами, для того, чтобы рассказать что-то, отвечать на ваши вопросы. Перевод у меня несколько будет литературный, недословный, поэтому не кидайтесь камнями. All right, so we're going to talk a little bit about who we are as a company and what the products and solutions we can offer together. Я хочу рассказать о нас, о нашей компании, о той продукции, которую мы производим. A little bit about the services, like service and warranty. Сервис, гарантия. And we show a little bit of the references and the use cases of the technology. И, может быть, самое интересное для вас это несколько примеров использования нашей техники. It would be great if you could ask some questions and we make it not very formal. It would be perfect. Мне будет очень приятно, если наш диалог будет выглядеть неформальным, если вы будете задавать вопросы, не стесняться. Это вообще политика нашей компании или подход нашей компании, что мы стараемся быть менее формальными в нашем общении. Yeah, correct. We try not to be very German, not to be very serious in our work, because that's what's normal in business at the moment. Мы стараемся не применять в своей работе, так сказать, немецкий подход, очень формальный, в галстуках, степенный. Мы хотим быть простыми парнями. We would like not to be a supplier. We would like to be your and our client's partner. That would be great. То есть мы хотим, чтобы наши клиенты рассматривали нас не как поставщик, а как друг, как партнер, с которым приятно работать. And all of us that work at Vertiflex, we like what we do. We think work should be fun as well. Мы стараемся, чтобы работа у нас на Vertiflex была не работой, а удовольствием, чтобы она приносила нам радость. Yeah. Vertiflex is quite new. We're on the market second year only. It's a Czech company. Компания Vertiflex это чешская компания, достаточно молодая, не так давно на рынке. But the key people or the people that started it have got a lot of many years of experience with automatic warehousing already. Но те люди, которые создали эту компанию, которые являются ключевыми персонами в этой компании, имеют многолетний уже опыт работы с подобным оборудованием. So, for instance, Pavel Kraus, who is my partner at Vertiflex, he started this business in East Europe in 1994 and built it out from nothing to 21 million euro turnover for a different company, for our previous company. Мой партнер Павел Краус, который основал эту компанию вместе с нами, он начинал свою работу в 1994 году для Восточной Европы, и все это оборудование, которое сюда вступило, то имя, которым сейчас многие называют это оборудование, собственно говоря, это его заслуга. Он развил этот бизнес на территории, если мы говорим о России, то на территории России. We've been together with Pavel many times in Russia already, so I know the market quite well, and therefore we also decided we would like to work with Russia very much.
Вместе с Павлом я много раз уже был в России, у нас было много проектов по той фирме, где я раньше работал, с аналогичным оборудованием, и поэтому, когда у нас появилась возможность представлять свою программу, свое оборудование, нам, конечно, Россия очень была близка, и мы хотим быть сильными на этом рынке. And we have very good support with David Homolka, who is, I think, one of the best technicians in the trade that I have met. И третий наш партнер – это Дэвид. Он очень сильный, не то что техник, а архитектор, наверное, этого оборудования, который знает, как оно работает, знает, что там можно улучшить. И с точки зрения вот такой специализации, такого другого профессионала на существующем рынке я не знаю. Vertiflex is a part of a group of companies, I would say, that the main company is Axelot-Tech, which is Pavel's other company. And together you can see that 38 employees, 10 technicians that we share, some AutoCAD engineers, some project management and sales. Yeah, this is the people that we share together with Logtech and Vertiflex. Компания Axelot-Tech принадлежит тоже Павлу, и с компанией Vertiflex у них такой как бы союз. Идет разделение по сотрудникам, по ресурсам. Несколько слов от себя. Компания Axelot-Tech занимается конвейерными и решениями и сортированными решениями. So we are quite new, but we have a lot of background in knowledge, and we have a lot of background, or we have a good support from our sister company. Несмотря на то, что мы компания новая, у нас большой уже накопленный опыт, как в этом оборудовании, так и в том, как оказывать поддержку своим партнерам. This is our headquarters in Ostrava. You're welcome to visit when you're around, of course. Это наше здание в городе Острова в Чехии. Мы всегда будем вас там рады видеть, если вы там окажетесь. Okay, and the main business that Vertiflex does is that we sell on these Eastern European markets products of a Swedish company, Veland Solutions. То, чем мы сейчас занимаемся, мы бытовая часть, бытовая, можно сказать, компания, которая продает оборудование, производимое концерном Veland, и в частности компанией Veland Solutions. So Veland is a really big concern in Sweden. It's owned by a family, and it has got much of business, mostly in steel, and one of its parts is Veland Solutions, which is an automatic producer company. Компания Veland одна из крупнейших компаний в Швеции. Ее основатель один из самых богатейших людей Швеции. У них много подразделений. В основном компания Veland занимается металлическими изделиями. И в какой-то момент, это уже из истории он мне рассказывал, они захотели установить у себя вертикальные шкафы хранения, но то предложение, которое на рынке на тот момент было, их не устраивало, и они сделали свою конструкцию, свое производство. И вот так исторически появилась компания, появился производитель этих шкафов, еще один в Швеции. So Vertiflex operates at the moment in these countries. One of them, Czech Republic and Slovakia, we have exclusive cooperation with Veland. And the other ones we can sell and we can deliver their products, and not yet exclusive. We would like to make Russia exclusive for us as well, and for you. If that works out, we need to make some business first here. В настоящее время ситуация такая, что у нас есть эксклюзивность в Чехии и Словакии на продаже этого оборудования. В другие страны мы можем поставлять оборудование на условиях неэксклюзивности, но мы хотим, чтобы в России у нас был один партнер, чтобы он мог исключительно он на правах эксклюзивности продавать оборудование Vertiflex Veland. All right, here is a video that shows a little bit of the company, of the producer, of Veland Solutions. Небольшое видео, которое показывает наши продукты. Такая краткая презентация. This is how it usually looks when you put in the automats or the storage automats in the warehouse. Это пример того, как это может выглядеть на практике, на складах, на производстве.
We like to work with Vaillant because they are very flexible. We picked them as a producer we wanted to sell because they still, every request that we have, every change that we have, they try to fulfill and quite fast, which is not normal on this type of business. Надо сказать, что компания Vaillant – это семейная компания, и семейность, она имеет то преимущество, что компания очень гибкая. Здесь решения проходят очень быстро. Если мы, исходя из своего опыта, рекомендуем внести какие-то изменения в техническую часть машин, там, программное обеспечение машин, то Vaillant на это откликается очень быстро. Yeah. Let's go forward. These are the countries that Vaillant is present in. They only sell their products in the Nordics themselves. All of the other countries they sell through partners like Vertiflex. Это те страны, в которых это оборудование работает, и только в скандинавских странах Vaillant продает самостоятельно, в других странах продажа идет через торгового партнера. And our goal is to color this biggest patch. И вот эта большая свободная зона, которой мы интересуемся и в которой мы хотели бы быть активными. You can see some of the references where this technology already is installed. Mostly the most interesting are the automotive companies. Здесь вы видите некоторые примеры наших клиентов. Безусловно, большую роль играют клиенты из автомобильной промышленности. Yeah, but there is also aerospace and many others. The technology is, you can store many things, so you can sell it to many industries. Но, конечно, здесь мы говорим не только о машиностроении, то есть использовать технологию, можно хранить разные интересные вещи. Возможно, еще вот об этом Гумил скажет, есть интересные примеры. Ну, электроника, бытовая техника, складской. То есть варианты того, что хранить можно в таких шкафах, оно бесконечно, наверное, большое. So when we speak about the products that we're able to offer, and I would like to sell here, we speak about a compact lift, the compact twin, the compact double, and the compact dynamic. And we will take one by one and speak a little bit about what these machines are, what they do. В нашей программе есть 4 основных продукта: компакт-лифт, компакт-твин, дабл и динамик. Сейчас мы пройдемся коротко по каждому из них. They look very much the same from the first view, but they are quite different. На первый взгляд они одинаковые, но каждый из них имеет свое главное коренное отличие. I don't know whether you know about the technology. You first saw the technology also, but let me show you the normal machine. Я не знаю, насколько вы глубоко осведомлены о этой технологии. Ну, давайте я покажу какое-то видео, которое нам демонстрирует, как наша машина работает. No. Usually, this is just a tower. You build it up into a customer's premises, and it's very modular. You can build it up until the roof of the warehouse. Это выглядит как шкаф. Шкаф – это модульная конструкция, и он строится на основании требований заказчика там, по размеру, по высоте. The raster, you can build it up, is 10 centimeters. So usually you would go almost up until the roof with the machine. Шаг по высоте 10 сантиметров, поэтому вы можете подойти этой машиной прямо под самую крышу. The idea, Почти of под course, самую крышу, да? the idea, of course, is to use the space as much as possible. То есть основная задача – использовать имеющееся место максимально. What? This is not the right video. Sorry. This is the one. Inside the machine there is a lift.
and this lift transports steel trays into the machine opening for the operator to use or to work with. Внутри машины перемещается такая полка, лифт мы ее называем, которая перемещает поддоны к окну выдачи оператору. So it's goods to person concept. The operator very ergonomically stands in front of the machine and stores or picks from a metal tray. Концепт здесь товар к человеку. And let's say the biggest advantage is that this machine measures the height of the material that goes inside every time the tray goes inside. Каждый раз, когда машина загружает поддон, производится измерение товара по высоте, которая лежит на этом поддоне. So here you can see that some of these trays are very low because they have very low material on them. Здесь вы на картинке видите, что расстояние между поддонами разное. Например, вот здесь маленькое расстояние, потому что на них лежит товар невысокий. Yeah. Some of these are higher because the material placed on them is higher. Если продукт, который лежит на полке, на поддоне чуть выше, то тогда машина автоматически ищет то место, куда он может поместиться. And generally speaking, the storing is chaotic, so you never know where the tray is going to be because its height can change. It's a black box. Chaotic. Ну, собственно говоря, для оператора совсем не важно, куда полка пойдет, и он не знает, где эта полка окажется. Установка автоматически определяет, сама определяет, в каком месте ей лучше хранить этот материал. And the raster by which the system can store the trays is 2.5 centimeters, 25 millimeters raster. Расстояние между соседними поддонами может быть минимально 25 сантиметров, 10-50 миллиметров. 25 millimeters. 25 миллиметров, да. So it tries to compress the trays so that you do not store air at all. Этим самым достигается максимальная утилизация площади, объема, чтобы не хранить воздух. So that's the main idea of the technology. То есть это основная идея вот этого подхода, этой технологии. There are some differences. We will speak about them later of the technology that Veland is producing and of the other producers. Here you can see some of the usage, how the machines are set in a production hall. У нас в исполнении машин есть несколько особенностей, о которых мы будем говорить, которые выделяют нас по сравнению с другими производителями. А на этой картинке пока я хотел показать, как можно эти шкафы устанавливать в помещениях, различные варианты, которые возможны. Sometimes it's quite extreme, the space saving. For instance, we now have a customer that has 180 trays in one machine with 540 meters squared in one machine only. So that's quite extreme. Ну, цифры, которые сейчас назвал, переводить не буду. Смысл в том, что потому что их записывать надо или запоминать. То, что основная идея, и одна из идей, для которых эти технологии применяются, это экстремально возможная экономия площади. So if we speak about the normal machine, the compact lift, which is the most standard machine that you can get, there are a variety of different tray sizes that you can get inside this machine. Если говорим о техническом исполнении машины, то здесь возможно использование различной глубины и различной ширины поддонов. Here you can see different tray sizes from the top view. Это вот такая картинка как бы сверху, на которой мы видим возможные размеры поддона и возможную глубину поддона. The normal one is, or let's say the most interesting one is this one, but then there are also some extreme ones. Наиболее интересный, наверное, часто применяемый, либо экономически обоснованный, это вот этот поддон, который здесь нарисован, это 820 на 3600, да, по-моему. Okay. So this machine can also store up until 1.5 ton in the extreme weight capacity version.
наиболее такой загруженной версии эта машина может хранить товар с весом на одном поддоне до 1,5 тонн. Now, if we speak about compact twin now, that's another type of machine. Let me show you. It looks exactly the same from the outside. Очень интересное решение, это Compact Twin. Она выглядит практически так же, как та машина, о которой я рассказывал, стандартная, но у нее есть возможность транспортировать два поддона. So it brings down a tray, and while the operator is working, it goes to fetch a next one. То есть сначала, предположим, мы привозим первый поддон, и в то время, когда оператор занимается с ним, там что-то туда кладет или достает, лифт едет за вторым поддоном, забирает первый поддон и тут же выкладывает второй. Поэтому мы экономим время на перемещении и ожидании оператора выхода поддона из лифта. So the exchange of trays is like 12 seconds of time, something like that. Время на замену вот, поддонов, как здесь было представлено, порядка 12 секунд. So of course this solution is very good for very quick solutions where the customer needs to pick a lot of lines a day. Это решение подходит тем клиентам, у которых большой объем отбора в день. So the buffer space can be up to 350 millimeters high material, which normally is quite okay for these types of customers. Высота продукта, который можно хранить или перемещать на нижнем поддоне, 350 миллиметров. Ну и по нашему опыту это обычно достаточно бывает для тех клиентов, у которых идет такой интенсивный отбор, e-коммерция, подобные примеры. Yeah. And one interesting part of this solution is you can see that the extractor goes almost up until the wall on the bottom. Yeah? So the first tray is stored 10 centimeters from the floor. И интересная особенность этого решения получается в том, что мы можем использовать место под столом выдачи, потому что мы можем там захватить нижним экстрактором поддон, который там хранится. Эффективность использования объема, она увеличивается, можно сказать, процентов на 5. Here is a video from a real twin in the Czech Republic, and you can see how low this tray is. It's almost lying on the floor. Это пример вот действующей такой машины, когда видно, что лифт опускается прямо под самый пол установки. So that was the twin, and the next one is double. It's the compact double, which uses the same extractor. Следующая модель — так называемый double, которая использует тот же стол или такой же стол с таким же экстрактором, системой выдачи. And it uses it to store the trays in double deep position. So it's a deep machine that stores twice as many trays as a normal one. Интересная эта особенность в том, что здесь есть два ряда поддонов. So if you pull the first one out, the second one goes in automatically. То есть, если вы забираете первый поддон, то второй автоматически приближается. They are hooked together. Это аналог такого пушбэка в автоматической машине. So this machine can store twice as many trays on only 160% of the floor space of a normal machine. Эта машина может хранить в 2 раза больше поддонов, используя только одно подъемное устройство, и по площади она занимает 1,6, да, коэффициент? This, of course, is a very good compression of material in one space, right? То есть она позволяет, конечно, замечательно сэкономить место, если есть потребность в этом месте. And it's cheaper than two machines. Конечно, она дешевле, чем 2 машины. All right. So these were the
main products. We will speak about another one a little bit later, but these were the main ones. Это были наши три основных направления, три основных продукта. Четвертое, о котором я говорил, мы о нем чуть позже еще его коснемся. I would like to tell you now the specific advantages that are from this Vertiflex technology that you can use when selling to the customer against other producers. Ну, такие, наверное, основные аргументы, которые можно использовать для продажи нашего оборудования, которые выгодно отличают его от конкурентов. So we can make a tray wide 6.5 meters. The other companies finish at 4 meters. Максимальная ширина нашего поддона 6,5 метров, у конкурентов он заканчивается на 4 метрах. We can do 2.6 in depth, whereas normally they finish at 1.2 in depth. Максимальная глубина у нас 2,6, у остальных конкурентов максимум 1,2. We can store up to 1.5 tons in an extreme version of heavy version, while the others finish at 1 ton with their extreme heavy versions. Наша версия максимальной грузоподъемности это 1,5 тонны, у наших конкурентов 1 тонна. There is this twin, this double story extractor that we spoke about. У нас есть конструкция Twin, о которой мы говорили. There is double machine with double deep. This is also something that the other ones cannot deliver. Это то, что наши конкуренты сделать не могут. We have an open PLC that is from the company B&R from Austria, and this one can be connected to many robots and to many conveyor systems, for instance, and other automation without much development. And it's open, it's not closed like the other ones have it. Мы используем открытую систему управления, которая может быть комбинирована с системами там, роботов, конвейеров, с другими системами управления. Здесь мы ее не закрываем и считаем, что это наше большое преимущество, в том числе и для вас, как компании, которая специализируется на программных решениях. One very important part is that every machine is already ready to be remotely supported from the start. That you don't need any special firmware, any special remote box, or you don't need any special service. If the customer allows for a VPN connection, then our service or your service technicians can connect to the machine remotely anytime. Наша машина уже по умолчанию имеет систему удаленного доступа, за нее не надо доплачивать, она стоит в каждой машине, и, в общем-то, в любой момент времени мы можем диагностировать машину на предмет каких-то неисправностей. That's great because some of our competitors, they charge the customer only to have this possibility for a remote connection. И это является преимуществом, потому что многие наши конкуренты берут оплату помесячно за предоставление такого доступа, вне зависимости от того, использует клиент этот доступ или нет. Also, the machine has got internal automatic defragmentation based on the speed or based on the number of times a tray has been out. So it optimizes the inside trays in the machine automatically based on the ABC, let's say, analysis. Еще интересной особенностью нашего программного обеспечения является введение учета статистики перемещения поддонов внутри машины, сколько было обращений к поддону. И на основании этой статистики программным путем, применяя, например, ВМС, можно установить оптимальное расположение поддонов внутри машины. И там раз в день машина может автоматически эти поддоны перестраивать так, чтобы время выдачи поддонов сокращалось. What is also quite interesting, I would say, is the drive. It's a 4-wheel drive, whereas the others, normally they use either chains or some plastic belts, and this type of drive is quite different. Та ключевая особенность, которая есть в наших машинах, это тип лифта, который перемещается внутри. Он едет по двум направляющим, без применения цепей или ремней, как у других производителей. У других одна направляющая, которая обеспечивает стабильность движения, и есть ремни, ролики, которые эти ремни перемещают, или цепи. So you can see that here everything is on the lift itself, and it's transported all the time with the lift up and down on these 4 wheels. Вся необходимая
Механика, которая необходима для перемещения лифта, находится в нем внутри, и движение производится движением, вращением 4 колес. 4 пары роликов, так правильно сказать. So that was the basics, the basic machines and the basic, let's say, advantages that we are able to offer. And now I'm going to show you something that might be interesting for you, maybe not now. But that's the compact dynamic. И теперь вот наша четвертая машина, четвертое исполнение или четвертое решение. Это решение, которое позволяет полностью производить автоматическую загрузку и выгрузку из бокса хранения. So using the same technology as we spoke about, connected to conveyors automatically, you're able to get boxes, standard plastic boxes inside a big, let's say, machine or a big space, store them and then get them automatically away again when you want to pick. То есть, пожалуйста, вот используя наши машины с открытым кодом, можно их интегрировать вместе с конвейерами и осуществить автоматическую загрузку и выгрузку. So the lifts are mostly the same, the trays are mostly the same. They are perforated on the bottom, and when they go down, transports move the boxes on the tray or away from the tray in order to be stored inside the machine. Сама идеология внутри машины та же самая. Есть полки, которые перемещаются на лифте. Загрузка контейнера происходит на специально перфорированный уже лоток. И дальше лоток идет вверх и размещает груз на нужный полке. This is very modular, so the customer can start with one module or then add more and more and more without a big investment from the beginning, for instance. Система тоже предусмотрена модульная, поэтому клиент может наращивать по необходимости количество шкафов хранения. Ну и вот пример. For instance, the usage outside can be done like this, but I guess this is more your question about how you do VMS and automation outside. There are also some accessories that can be used with the machines, like an LED bar that can show the position on a tray for the operator. Здесь показаны опции, которые могут быть к машине. Это светодиодная лента, полоска, которая зажигается напротив того места, где лежит продукт, который нужно либо взять, либо положить. Or a laser pointer that shows exactly in the opening where a person has to put their hands in for the material to pick. Диодный указатель, ну или диодная линейка, которая показывает также ящик, откуда надо что-то взять. Here you can also see a picking screen, which is inside, so the operator can see the info about material, or maybe even a picture of a material when he picks. Монитор, который показывает положение, он расположен внутри машины. У наших конкурентов он обычно стоит сбоку, что неудобно, когда ты достаешь и должен голову поворачивать в сторону. Здесь экран находится перед оператором, что создает дополнительный комфорт при работе. And other things, for instance, like trolleys to transport trays, or let's say scales inside the opening to weigh the material that's on the tray, and many others. Ну, например, стол для загрузки, который подвозится, фиксируется, и поддон забирает автоматически. Там, например, брелок, который позволяет управлять выдачей продукта или погрузкой продукта автоматически. Pick-to-light systems or put-to-light systems, you know that. Комбинация с световыми решениями. And what I told you also about Leland, they produce prototype and they design all of their machines and special solutions directly in one factory. So they are very flexible. If you want to do a special machine for a special usage, it doesn't take them a long time, and the delivery also of such a solution is quite fast. Ну, как я уже говорил, производство этого оборудования сконцентрировано в одном производственном предприятии, на одном заводе, поэтому если есть необходимость какого-то особенного исполнения,
Это можно всегда обсуждать, это можно всегда сделать, и это будет сделано и быстро, и намного дешевле, чем у многих наших конкурентов. Let's see about some of these specials. Yeah? Ну, в двух словах о некоторых особенностях. So this is an option that can bring out a tray 100% out of the machine automatically. Это решение, которое позволяет столу выехать из шкафа на полный размер. Для чего это нужно? Если мы хранили, например, какие-то там двигатели или коробки, которые человек не может поднять, то стол выезжает полностью, и тогда уже можно кранбалкой или чем-то подъемным транспортным оборудованием снять эту тяжелую часть. Yeah. There is the extract can be telescopic, so it can also doesn't have to be fixed. It can go out with the tray automatically and be stored back into the machine with the tray when it comes back. Аналогичное решение, только телескопическое, когда полностью оно выезжает и потом полностью задвигается. Как бы у нас свободное место для каких-то проездов, проходов. This is a solution. It's called the multi, where more machines are put back to back in the depth, and then there is each one has its own lift, and then they transport the trays in the below to the front or to the back of the whole solution. Ну, тоже интересное достаточно решение. Лифт-мульти называется, когда несколько шкафов ставятся друг к другу, и происходит автоматическая загрузка и перемещение вверх-вниз. На что это похоже? Это может заменять себе в каких-то случаях краны-штабелеры, в каких-то случаях мини-лоудеры. То есть это вот какое-то такое аналогичное решение по сравнению с ними может конкурировать. Okay. This is how they projected it for a customer, 4 next to each other of these multi. Это вот пример, когда у нас 4 машины рядом друг с другом стояли для одного из наших клиентов. Handling of pallets. This is one of the extracts that can bring out a pallet tray, and you can store a pallet with a forklift directly on it. Наши габариты, которые мы предлагаем для машин, позволяют обрабатывать не только коробки или мелкие части, но и палеты. И в частности, вот здесь представлена система загрузки палет, когда погрузчик может подъехать, поставить палету, и палета будет храниться в машине. Here, this is a machine that's a little bit in the floor, and the floor level has the opening, so you can drive with a forklift or with a hand lift inside the opening. Эта машина требует углубления, то есть она ставится в углубление, и тогда загрузочный стол у нас оказывается на уровне пола. Получается, что палету туда можно завозить уже обычной роплей или тележкой электрической. Это сказать, углублена машина? Машина стоит в углублении. So this is a different solution where the opening is quite low and wide, and again with a forklift you can place pallets directly on a tray. Чуть другое исполнение, когда уже не надо делать углубление, когда мы пользуемся теми полами, которые на них есть, стоит машина, и сюда может погрузчик, ну, тележку здесь уже не завести, потому что она упрется в погрузчик, вилами может поднять, проект вперед, поставить на специальный трей, поддон, на специальный поддон с специальными вырезанными конфигурациями, и палета тогда может им быть поднята и сохранена. It looks here, you see the scissor lift below, and it lifts through the perforated tray the pallets up. We can put it there, goes down, and then the tray can go away. Здесь у нас тоже еще один пример, когда мы можем столом поднять палету через перфорированный поддон. Дальше он выезжает, берет палету и также размещает ее в хранении. Okay, here you can see a very wide machine. This is 6.5 meters and 1.5 tons with double openings on both sides. Пример широкой машины с подъемностью 1,5 тонны, с двумя окнами. Here you can see a project with robot integration. For instance, at the moment we have a project in Hungary where the machine is not controlled by an operator or by a person at all. It's only controlled by a robot automatically to bring down material, store material. Это пример полностью автоматического решения, когда внутри этого контура людей вообще нету, все операции по выгрузке и загрузке осуществляются роботами. Here we can see a slim version. So the
tray is really slim, like 350 millimeters. That's quite nice. And then the machine itself, it's a meter and something deep, so it can fit quite well into some premises. Тоже интересная машина, она здесь лоток глубиной 350 миллиметров, что-то вот такое, да, она сама очень маленькая, может использоваться для хранения небольших, дорогих каких-то частей. On the other hand, here you can see a very deep tray, yeah, transport up until the 2.6 meters deep. Ну, это пример вот глубокой машины. And here is an extreme machine that floor level, 2,600 millimeter depth and 1.5 ton storage. Пример еще одной машины, 2 метра 60 с грузоподъемностью 1,5 тонн. Yeah. All right. That was some of the things, of special things that can be done with these machines, and a little bit to the service and to the warranty. Automatically, each unit that goes sold here will receive 24 months of warranty. Если говорить кратко о сервисе и гарантии, то любая машина, которая продается, имеет по умолчанию гарантийный срок 24 месяца. And if you have a customer that will be interested in a little bit more, if this helps you fight to be able to sell, then we're even able to do 36. В случае каких-то особых требований клиента или если необходимо дополнительный аргумент для продажи, то гарантийный срок может быть увеличен до 36 месяцев. Recommend very much this option for remote service. That is great, automatically with every machine. О чем мы уже говорили, удаленный доступ. And spare parts sourcing is quite liberal, so you can, if you can source spare parts, electronics for instance, or mechanical here, you can buy them here. Nobody cares. It's fine. You don't have to buy them through us or through Sweden. У нас достаточно либеральная политика или подход к поставке запасных частей. Мы не настаиваем, чтобы запасные части покупались именно у нас. Если вы найдете что-то похожее у себя в стране, если вы что-то найдете похожее, там, не оригинальное, пожалуйста, мы не будем настаивать на то, чтобы вы обязательно покупали у нас. Let's see some references there from real life. Ну, теперь, может быть, самая интересная часть – это несколько живых примеров. So here, this is the, I think, most important and most interesting reference. It's from Volkswagen in Sweden, and it's actually the largest single installation of this type of technology of any producer in the Nordics. Здесь пример инсталляции, установки оборудования. Это является самый крупный объект по количеству установленных шкафов во всей Скандинавии. It's 56 machines. 56 шкафов. So you can also see that this producer is a approved producer for Volkswagen Group. So we can sell to Kaluga if we want, so it would be great. То есть, если мы поставили один раз на Volkswagen, то теперь мы являемся одобренным партнером компании Volkswagen и можем поставлять на их заводы по всему миру. In this case, they have a conveyor system in between. So all of the picks and the puts are mixed together all the time, and the boxes drive through the rows of machines, and the people are just steered by going there and from opening to a box, from a box to an opening. Здесь машины оснащены конвейерной связкой, по которой идет и отгрузка, и пополнение наших шкафов. Оператор ходит между конвейером и шкафом, перенося необходимые части, которые ему заказаны на выгрузку или загрузку. From what I hear, that this installation, they are really happy with the solution, and they also go and visit conferences and speak on behalf of this technology. Пользователи очень довольны, с удовольствием приезжают на конференции и рассказывают о том, как они работают с нашими решениями. This site is possible to visit. So you can go or you can take your customers there if you want to. They'll be happy to show you. You can, of course, also go to the production into Gislaved where these machines are actually produced.
У нас есть разрешение на посещение этого завода с клиентами, поэтому если у вас кто-то будет интересующийся, то можно посетить это предприятие, ну и, естественно, наш завод. This is another reference from a quick picking scenario. Это еще один пример быстрого подбора, сценарий быстрого подбора. So this is very small material, and they use put to light rack where they pick the materials too. Очень маленькие деталюшечки, которые они раскладывают, используя цветовые технологии, ну и сканерные. So you can see that one pick, and they put it into many of the orders. То есть получается, он один раз берет какое-то количество товара одинаково, потом который раскладывает по разным ящичкам. Let's take a look at another one. Totally different usage of the same technology. Как видите, ну, абсолютно разные и не похожие друг на друга применения одной и той же технологии. So it's basically the same machine, just with different sizes and different drives, but now it stores 1.5 ton of pipes. Примерно все то же самое, ну, понятно, другой привод, другие размеры, и здесь мы храним до 1,5 тонн трубочек. And it has two openings, one on the outside of the whole building and one on the inside. So they go, when with the delivery, they don't drive with the forklift in the building, they just drive it directly into the machine. And then, when it goes in, it's already available for picking inside to the other side of the machine. Здесь применен шкаф с двумя окнами, одно окно на улице, в которую загружаются эти трубы. Погрузчику не надо ехать внутрь помещения с такими длинномерными и неудобными продуктами, искать там место хранения, разгружаться, выезжать назад. Он загрузил с одной стороны, и тут же эти трубы уже доступны с другой стороны. И в том числе мы осуществляем буферное хранение в шкафу. Let's take a look at another one, maybe. I'm not sure if this is interesting or not. This is a very typical solution, I would say. Это, наверное, можно назвать достаточно типичным или одним из самых распространенных использований. 3 machines next to each other. 3 машины друг с другом рядом стоящие. 1 operator. Один оператор. And the optimization that goes from software, that so that he can go to one machine and the second machine can be driving, so they can drive at the same time. И здесь очень важна оптимизация, которая производит как раз программное обеспечение, ну, типа ВМС, которая выдает полку в нужный момент времени, чтобы оператор всегда был в движении, не ждал и не заставился. Okay. I wanted to show you. This is how, for instance, the pick screen can look like. So Пример того, как вот наш экран помощи выдачи может выглядеть. Can show the position, the name, and also, for instance, a picture if they want to. Показывает положение, название, количество. That's good optimization, picking many orders at the same time, so that the machines drive as less as possible. Хорошая оптимизация, когда мы за раз собираем несколько заказов. And here you can also see how close the trays can be together in real life if they store low materials. You can see that there are really many trays, 5-6 trays on 1 meter. Здесь очень хорошо видно, насколько плотно производится хранение товара в этой системе. All right, I think that's the last one. Yeah, here you can see how the machines are being erected inside customers' premises. Здесь можно посмотреть, в частности, как эта машина собирается у конечного клиента. Ну, очень быстро, как это видно. Normally it's like 3 days
to make one machine, and 3 people need to do that. Обычно сборка одной средней установки осуществляется в течение 3 дней 3 специалистами. So from the order to the handover, you can fit within 10 weeks quite easily, very often. С момента размещения заказа и до момента пожатия руки, удачной сдачи в эксплуатацию, проходит примерно 10 недель. 6-8 недель у них срок изготовления, неделя, предположим, на поставку, да, и 3 недели на сборку и запуск. It's interesting. Okay. One more. Here we can see some electronic storage of the electronics producer. Yeah, you can see that they have really many. Here are hundreds locations on one tray. Интересный пример предприятия, которое занимается микроэлектроникой. Здесь, смотрите, почти там сотни лотков стоит на одном поддоне. It's really nice to have this light that can show you exactly the place where you should pick, because there are hundreds of materials on one tray. И здесь для указания лотка применяется вот как раз лазерный поинтер, светодиодный поинтер, который светит в нужный лоток. Yeah, it's quite crazy. Yeah, here you can see it. Yeah, that's the technology. That's the laser pointer. Это был как раз тут лазерный поинтер. Confirmation with a foot. Подтверждение ногой. Right. Okay. Yeah, that's it. Это было. Спасибо за внимание. Thank you very much for your time, and this is what we wanted to show you, some of the usages as well. And if you have any questions, then please shout them out. Это то, что я хотел вам показать, и сейчас, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Or later, it's up to you. You can always write to me. Если у вас будут вопросы в дальнейшем, то с удовольствием я на них отвечу, пишите. Есть какие-то у нас вопросы? Смотрите, что еще интересное, у нас в эти дни было озвучено по тем примерам хранений, которые были. У них в Икее стоит такая машина, и они там хранят диваны. Человек, который какой-то диван хочет купить, он там набирает код этого дивана, он выезжает вниз, он там на него садится, пробует. Вот. А стенки прозрачные, и можно видеть, как там диваны хранятся. Это я к тому, что эта технология, она может использоваться очень по разным продуктам. Потом обычный вопрос, который сейчас не прозвучал, который обычно звучит от вас, от сотрудников Axelot, а зачем нам это надо? Да, это техника, которую кто-то другой продает, что вам-то от этого? Смотрите, у этой компании какой хороший подход. Они продают машину, которая, грубо говоря, в теле это просто мышцы, да? К ней нужна голова. Вот. И как будет организовано именно программное обеспечение, насколько четко будут организованы зоны хранения в этой машине, там, не знаю, там золотые, там АБЦ, как это все ВМС сделает, настолько эффективно это решение будет работать. Когда мы приходим к клиенту, мы ему не продаем, говорим, это там машина лучше или там хуже, мы говорим, вы вообще забудьте об этой машине. Мы вам продаем программное решение, которое позволит вам улучшить там скорость выдачи, компактность хранения. И она, вообще эта машина, это часть нашего программного обеспечения. Что еще интересно? Он говорит из опыта их работы, каждый третий запрос по такому хранению, он связан с световыми решениями. Световое решение, насколько я понимаю, это дополнительный модуль ВМС, да, который можно с клиентом обсуждать, который ему можно продавать. Если мы говорим о конвейерах,
Это дополнительный модуль, который должен связывать и машину, то есть это уровень программирования, да, у вас получается, насколько я понимаю, что Axelot тоже это предлагает, это сопряжение разных машинных решений. Есть низкий уровень, это вот контроллеры, которые открыты, дальше идет уровень сопряжения, то, что конвейер должен вовремя подать на машину, там, а на машину должна спустить столик, и третий уровень это ВМС. Вот эти два уровня вы тоже можете предлагать клиенту. На что я еще хотел здесь обратить внимание, тоже интересно. Как мы будем там выделяться относительно других поставщиков? Да, их много. Компания там Vertiflex, она не одна. Вот эти как раз уникальные решения, когда есть возможность там 2 лотка хранить, когда есть возможность 2 лотков выдавать. И вообще сам вот этот лифт, который перемещается, его у других конкурентов нету. Если мы заходим к клиенту первыми, если мы прописываем это в тендерном задании, все, без вариантов. Никто туда уже не влезет ни с какой ценой. Вот. Ну и, соответственно, обратная здесь, конечно, опасность есть, что если кто-то пропишет там свои эти вещи, то здесь уже не поместится нам. Какие еще у вас вопросы бывают по монтажу, по обслуживанию? Сейчас у нас на Axelot 3 сервисных инженера. При первых монтажах приезжает команда изготовителя, наши инженеры или наш инженер какой-то один, как шеф-монтер, проходит там обучение. В следующий монтаж приезжает от них один человек, и в дальнейшем уже на монтаж может выезжать наш сервисный инженер и плюс какие-то там компании субподрядные. То есть для клиента, во-первых, все программное обеспечение это российское, не надо звонить в Америку, чтобы какую-то установку сделать. Сервисные инженеры российские. Возможно, поставка этих машин на те предприятия, которые не допускают к себе иностранцев. Какие у вас еще есть вопросы? Такие типичные какие-то вопросы по этому One поводу? thing I wanted to say, you said about the usages. Really, this technology can be used to do a lot. We have small trees growing on the trays for flower growing. We have blood in hospital storage. We have money in bank storage. We have eggs storage inside it. Еще про самые необычные применения. У нас есть клиент, который хранит горшочки с цветами, которые прорастают. Есть медицинский клиент, который кровь хранят. Есть те, кто яйца в них хранит. Есть банки, которые в них деньги хранят. So, everywhere you can look, everywhere one of your clients, there might be an industry for this type of technology, really. То есть эта технология охватывает очень широкий спектр применения, индустрии применения. Что еще интересно было сказано, вот сейчас не прозвучало. Если раньше, лет 20 назад, когда технология начиналась, основная мотивация у клиентов была экономия места. Сейчас основная мотивация у клиента – это увеличение скорости отбора. Кто к ним приходит? К ним приходят клиенты, которые отбирают мелкие части, отбирают какой-то, делают пикинг с тележечкой. Вот они ходят по стеллажам и в тележечку отбирают. Таким клиентам можно предлагать шкафы. Есть программы, которые рассчитывают скорость подбора. То есть клиент говорит первым делом, а что это мне даст? Мы ему говорим, вот у тебя есть сейчас 150 отборов, ты их делаешь там 5 человеками за, не знаю, 12 часов. Эта машина тебе позволит сделать там 2 машинами с одним оператором за 6 часов. Инвестиции в машину такие-то, мы считаем зарплату, мы считаем экономию места, еще что-то считаем и говорим, что эта машина там, через 5 лет будет себя оправдана. Интересно? Да, неинтересно? Нет. Вот, наверное, вот так можно это продавать. В России наработки есть какие-то? В России у них референций нету. Это основная сложность для выхода на рынок, но она, собственно говоря, не новая. В моей практике мы выходили не один раз уже с новым оборудованием на рынок. Как правило, решается проблема тем, что готовится первое хорошее предложение. Это не большой клиент, не сетевой, да, какой-то, да, обычное предприятие. Будешь рисковать, да, но зато ты получишь хорошую цену, ты будешь для нас референсным клиентом. Ну, я сделаю все, чтобы у тебя машина хорошо работала. То есть любой сервис по твоему звонку мы будем вылетать тебе на крыльях любви, потому что иначе просто никто у нас не купит эту машину. Ну, как правило, это действует. At the moment, in the whole world, there are like more than 4,000 working machines like this. 4000 машин таких по миру у них стоит. And this
producer is very, very much growing because they started to go out of Nordics only 3 years ago. И, собственно говоря, это может быть еще так мало. Их количество сейчас будет увеличиваться, потому что примерно 3 года назад вот, производитель решил выйти из своей Скандинавии и начать распространяться по миру. For instance, we started last year with Vertiflex. And next year, we think we will be able to have 50% share of the market in the Czech Republic. 50, that's what we plan to have next year. Например, с этим продуктом мы вышли в Чехию в прошлом году, а через год мы думаем, что мы займем 50% рынка. And Czech market is a very, very, very hard market in this case for this technology. И надо сказать, что рынок в Чехии по этому продукту он очень жесткий. We know because we were there for the last many years. Right? Я знаю это, потому что мы продавали там до этого такое же оборудование другого производителя. So now we have a very, very good chance that we can start in Russia, and we want to. И сейчас мы видим очень хорошее время, очень хороший шанс для нас закрепиться на российском рынке с этим замечательным продуктом. And we will support you with whatever you need and as much as we can. Мы открыты, мы готовы к любой поддержке, которой наш партнер будет нуждаться. Можно еще вопрос? Да. Кого вы считаете каким-то своим ближайшим конкурентом на этом рынке? Я не понял. Wem siehst du als Wettbewerber in diesem Markt? I would say Cardex, but maybe not anymore. And Я бы сказал Cardex, но может быть и не совсем это будет правильно в ближайшее время. For Cardex, I went here maybe 20 times to Russia on 20 installations, 20 clients. Ну, для компании Cardex я здесь был в России порядка 20 раз, участвовал в том числе в запуске машин. Yeah, but I don't think that's the case anymore. I think that at the moment it's company Henel and Modular that are stronger. Но я думаю, что Cardex в последнее время в России отходит с ведущих позиций, и, скорее всего, конкурентами надо рассматривать более серьезными компании Henel и Modular. We have all the information we need about technicals and many information about pricing, so we can teach you, we can share them with you. Но для нас это тоже не новые конкуренты. От них у нас много и технической информации, и ценовой информации, и мы готовы с вами делиться в случае каких-то встреч в тендерах или в каких-то, не знаю, на предприятиях на каких-то. За что? Спасибо большое за ваше терпение, душные переговорные, за ваше внимание. Thank you very much. It was very hot and nice. Thank you. Спасибо.